Всем доброй ночи, друзья мои. Вот, пользуясь случаем, заодно хочу показать вам эту красоту. Это мне отправила Дарья из Англии. Мы потом нашли отдельно, показывали ее подарки, и там не сразу увидели. Это авторское кольцо, огромное кольцо. Честно говоря, уже забыла, как называется, аталик, или как-то так называется этот камень. Один из разновидностей. Все, уже забыла семейство камней. Алтарик, да, по-моему, или что-то в этом роде. Это циванит, насколько я понимаю, зеленый, и топаз. Вот, чтобы вы поняли, насколько она огромна. Это я просто для, как бы сказать, для красоты показываю вам, чтобы оно было более так видное, да, привлекало внимание, чтобы вы поняли, насчет чего и о чем эта работа. А так, конечно, вы можете начитать на браслет, на цепочку, на маленький там кулон, что еще, подвеску и кольцо и прочее, все, что вам хочется. Можете то, что вы носите постоянно, на свое украшение начитать. Только с единственной разницей, что если вы уже начитали на этот оберег или амулет другую работу, то нельзя уже на то же самое украшение начитывать еще что-нибудь. У каждого украшения свой закрепленный заговор, и повторять нельзя. Чтобы вы лучше имели представление, что такое талисманы, обереги, амулеты, я вам рекомендую посмотреть. У меня есть целая серия лекций на эту тему. Талисман, он больше для того, чтобы притягивать удачу, денежную силу, любовные талисманы есть и прочее. Оберег, оно уже само название говорит за себя, это больше для защиты, для обережения от чего-то. И амулет. Амулет тоже может быть для удачи, но он больше относится к талисманам. Хотя иногда путают, как бы и называют одинаково. Амулет тоже предназначен для защиты себя, защиты дома, родных и так далее. Вот мы с вами сейчас будем заряжать амулет. Это простое действие и время от времени требует какого-либо повторения. Но для чего эту работу я хочу вам подарить? Если человек призывает силу огня на свой амулет, то он получает бесстрашие, внутреннюю силу действовать. Вот такой, знаете, ярость в каких-то своих делах, когда говорят, горит в работе. Если человек хочет спокойствия, умеренности, привлечь в свою жизнь вот эту вот щедрость мироздания, нескончаемый поток щедрости, то водная сила подходит. Человек может зарядить свой амулет силой земли, не кладбищенской. Туда нельзя ни в коем случае ничего относить. Никогда не берите никакие амулеты, талисманы, заряженные на кладбище, на каких-то якобы местах силы, потому что в местах силы обитают и нечисть в том числе, и призраки, и привидения. В местах силы могут быть, знаете, недалеко от Москвы есть Поляна невест называется. И там часто разбиваются люди вот по этой дороге. Невестина поляна, поляна невест. История этого места силы, это место силы, да, это сильное место в отрицательном понимании. История такова, что при нашествии монгольских ханов там 40 девушек, которые отказались
добровольно пойти в наложницы для ханов. Этих девушек затолкали, кинули в яму и закрыли сверху, значит, камнями или чем-то, в общем, закрыли их там. И они долго и мучительно внутри в этой яме умирали. Прошли, конечно, века, из уст в уста передавалась эта легенда. И считает, что вот там находится вот это место. Они были невесты все. Их вот безжалостно так предали смерти, по сути, казнили. Мучительно, да? И вот это место, она забирает жизни. Это место силы. Можно сказать, что можно пойти там зарядить амулет. Но что вы получите в итоге? Ничего хорошего. К вам прилепятся неупокоенные души. То же самое на кладбище. Что вы получите? Духов кладбища, сущности кладбища. Поэтому, естественно, амулеты, талисманы и прочие должны быть заряжены живой энергией мироздания, но никак не... Знаете, в мироздании, конечно, нет мертвой энергии, это было бы неправильно, но убийственной энергии, вот так скажем, убивающей энергии, энергии смерти. Ни в коем случае. Но если вы хотите получить силу, мощь, могущество воды, леса, вода может быть река, море, но озеро не очень рекомендую, хотя, например, Байкал тоже озеро, оно могущественное, сильное озеро. Но если такие большие озера, не пруд. Силу океана, силу земли, силу леса, силу огня. Что у нас еще есть? Силу гор, камней. Я вам дам такой заговор уникальный. Его можно применить, когда вы хотите. Знаете, даже можете экспериментировать, какая сила из всего перечисленного вам больше подходит. Вы можете сначала зарядить силой воды, например. Вода, конечно, у нас и открывайте, из крана течет, но лучше той воды, которая на природе, которая свободно в объятиях природы, земли, омывая свои берега, протекает. Это река. Вот пошли, опускайте в реку этот амулет, начитывайте. Начитывайте столько раз, сколько ваше сердце просит. 10 раз, 20 раз. Когда вы почувствуете вот внутреннюю такую дрожь, как лихорадит вас, это значит, что вот через этот амулет оно просто передает эту силу. Это как, знаете, пальцы сунуть в розетку. Вот ток передает вам по всему телу. И от ваших пальцев идет на все тело ваше. То же самое. И носите этот талисман, этот амулет. Вот вы носите и смотрите, как у вас дела пойдут. Сила воды, насколько вам подходит, как она вам поможет. Потом можете зажечь свечу и проводить над огнем, начитывая точно так же столько, сколько ваше подсознание вам подсказывает. Вы можете положить на землю и начитывать точно так же и зарядиться силой земли. Вы можете держать это кольцо или эту, значит, подвеску, неважно, вместе с цепочкой можно, естественно. И начитывать и зарядиться силой воздуха, силой ветра, если ветреная погода, силой леса. Вот прижать к дереву и начитывать, и набрать в этот амулет силу леса. Она набирается, это очень древняя технология, есть безропотно, это все набиралось просто, держалось и как бы, знаете, так визуализировали, что вот она набирается. Но, конечно, вспомогательные слова заговора, как у нас изначально, помните, слово было у Бога, и слово было Богом, в начале было слово, это взято из шумерской книги, переписано в Библию. Но это очень древнее изречение. Именно поэтому словом, говорят, можно исцелить, словом можно загубить. Слово – это заговорное слово, слово, которое в ритуале, в обрядах, слова благословения, которые дают родители детям и
вообще мы благословляем, благодарим Вселенную словом, правда? Можно было сказать, ну, мысленно благословите их. Нет, сказано словом. Тот же тост, это же тоже пожелание, это слово. Есть люди, у которых слово очень сильно. Они что-то скажут, и у вас в жизни все будет хорошо. Или наоборот. Понимаете? А у кого-то слово слабое. И не имеет никакого смысла и значения его слова, что он там сказал. Словом ведут за собой людей, на войну ведут. Ведут до самой победы, понимаете? Словом унижают и срезают крылья. Словом вгоняют депрессию, словом воскрешают оттуда, вытаскивают слово. Вот это в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Богом. Вот это древнее изречение, которое передалось из шумерской книги мертвых в религиозные книги, оно не просто так сказано. Вот словом заманить, попросить, выпросить, выкликать, звать эту силу и вселять в этот амулет. Вы можете всеми стихиями, всеми силами, которые вокруг вас, заряжать. Вы можете другое, если оно пропадет или вам разонравится, можете другое взять. Но вы должны понимать, что это как зарядка. Оно себя исчерпывает. Вот у вас, например, в жизни трудности, вам нужна сила огня, ярость огня, чтобы не боясь идти вперед. Вы заговариваете, забирайте на этот амулет силу огня. Носите браслет. Это не надо постоянно носить. Можете носить, когда перед важным делом, и откладывать в сторону. Но вы потратите эту всю энергию. Когда вы решите эту проблему, оно, конечно, все время будет приходить, эта сила, эта энергия, она потратится. Значит, вам придется время от времени это возобновлять. Вы можете пойти на берег реки, опустить в воду этот амулет, начитать, потом положить на землю, начитать, потом прикрепить к дереву, начитать и набрать силу леса, потом держать, начитать и набрать силу ветра, потом прийти домой и начитать над огнем и набрать силу огня. Понимаете? Можете все стихии, которые вокруг вас есть, все силовые поля, задействовать в этом. Что это вам даст? Во-первых, это вам даст очень сильный подъем и энергию. Я такие работы рекомендую людям, которые болеют, например, чтобы преодолеть. Вы представьте силу леса, мощь этих деревьев, которые держатся перед ураганами, выстаивают, стоят и не падают, не ломаются. Ну, конечно, есть, которые ломаются, но мы говорим о тех деревьях, которые выстояли. Мощь, могущество леса. Древность леса, мудрость, чистоту леса, чистоту и силу воды, которая стекается тысячелетиями, веками, не заканчивается. Земля, которая нас кормит, земля, которая принимает мертвых, но и дает оттуда новую жизнь. Наше все, да, земля. Ветер, могущественное скопление воздуха, которое может смести всех со своего пути. Огонь, который с началом появления человечества был необходим, чтобы греться, чтобы есть, чтобы что-то там сварить, чтобы осветить дорогу. Да и энергия, мощь огня, потому что солнце – это космический огонь, сила огня. И так до бесконечности можно перечислять. Вы можете, называя именно ту стихию или ту силу, которая вам сейчас нужна, чтобы вбирать в этот амулет, начитывать и носить. Вы почувствуете внутри обновление, очень сильное обновление. Во-первых, это дает определенную молодость, силу, возможность преодолеть трудности, потому что тебя поддерживают такое огромное количество силовых полей, которые вокруг нас существуют. Но вы можете делать отдельно, экспериментировать, начитать над огнем, носить, посмотреть, как он вам
оно будет подходить. Но просто есть силовые поля, которые именно вам подойдут сильнее, чем другие. Вреда от этого не будет. Просто кто-то слабее тебе поможет, кто-то сильнее. А может быть, вам подойдет прям все эти силы, все эти силовые поля мироздания и природы. Итак, заговор следующий. Естественно, вы название будете менять в соответствии с тем, что вы хотите призвать. Именем начала начал, тьмой и светом заклинаю. Силу древнюю призываю, силу и мощь воды воедино собираю, свой амулет вселяю. Поделись мощью своей, вода, пусть твоя сила будет мне в помощь во всех моих делах. Да будет так, заклинаю. Но читать нужно много раз, монотонно, чтобы пробивать эту стену, чтобы оттуда выманить эту силу внутрь вот этого украшения. Единственное, зеркальное не используйте, а именно украшение любое, но с настоящим камнем и из благородного металла, золото или серебро. Все тихо, рыжий, не мешай. Если, например, вы хотите силу огня, рыжик, иди туда, вот ложись, все, грейся. Именем начала начал, тьмой и светом заклинаю, силу древнюю призываю, силу и мощь огня воедино собираю, свой амулет вселяю, поделись мощью своей, огонь. Пусть твоя сила будет мне в помощь во всех моих делах. Да будет так, заклинаю. Как говорится, все гениально и просто. Далее, вот предположим, силу земли. Вот положили на землю. Все-таки пушистый негодяй сюда прилетел. Ну ладно, лежи тут. Все, не мешай мне. Именем начала начал. Тьмой и светом заклинаю, силу древнюю призываю, силу и мощь земли воедино собираю и в свой амулет вселяю. Поделись мощью своей, земля, пусть твоя сила будет мне в помощь во всех моих делах. Да будет так, заклинаю. Теперь, если вы хотите силу леса, именем начала начал, тьмой и светом заклинаю, силу древнюю призываю, силу и мощь леса воедино собираю, в свой талисман вселяю. Поделись мощью своей, лес, пусть твоя сила будет мне в помощь во всех моих делах. Да будет так, заклинаю. И так далее. Все остальное я вам объяснила. Вот существуют талисманы, обереги и амулеты, которые создают ведьмы. Но они это делают очень редко и избирательно и очень, очень редко. Потому что, во-первых, сила уходит, во-вторых, это не, знаете, ширпотреб, это нельзя опустить в производство. Но когда вам дают возможность самим это делать, оно работает намного сильнее. Во-первых, осознание того, что действительно начитано. Во-вторых, вы сами постучались в эти двери, и они открылись. И в-третьих, никто не будет о вас думать так, как вы сами. Согласитесь? Когда вы просите, и вам это нужно, конечно же, вас слышат. Желаю вам удачи, и пусть еще один мой труд будет вам во благо.